Алло, все, оно началось. Отлично. Итак, я пытался сделать захват экрана нормальным, но данный порт от Konami говно, потому что они работать не хотят. С прошлого стрима, значит, изменилось многое. Я сделал несколько сцен. Вот оно для АФК. Тут еще должна надпись быть. Я ее убрал. Добавил всякие виджеты прикольные и мимолерцы. Тут вообще кто? Два чела. Отзовитесь. Блин, я наверное, не поменял. Ща. Категорию. Надеюсь, это еще меняется. Реакция. Нет, не то. Можно записи чата, оказывается, оставлять. Ну, короче, ладно, не та категория, но не важно. Ну, короче, сейчас тогда я запускаю эту фигню. Она работает через отдельный лаунчер почему-то. Там тебя просит выбрать версию игры. Я не помню, какой... Тут, короче, выбор североамериканская или европейская. Я вроде играл европейскую в прошлый раз. Ну, давай американскую тупо попробуем. Опа. Вот так. Мне не громко. Мне вот громко. Прям очень. И чё? Почему не работает? Так. Секунду. Ага. Все есть. Все есть. Звук ведь есть. Блин, я чуть не слышу, чтобы она щелкала. Не слышу, чтобы она щелкала. Не, все нормально. Ладно. Так, я играю в МГС впервые. Я люблю МГС 1. Я люблю МГС 2. Я люблю МГС 3. Я уже проходил
первую, третью, вторую не удалось. Еще здесь нет выборки. Я вообще люблю МГС. Я его обожаю просто. Сложность. Я играл на нормале в прошлый раз, и я не помню, чтобы я вообще фидел. Ну, только в начале из-за управления. Европейский экстрим. Игра заканчивается, когда мы были обнаружены врагом. Ну, блин. Что там вообще может измениться? Урон получаемый, стамина как тратится. Враги все равно, по идее, с одного транквилизатора должны укладываться. Ну, ладно, не думаю, что я вообще буду эти стримы продолжать по МГС, потому что после Второй мировой войны мир разделился надвое. Запад и Восток. Это было начало Холодной войны. Konami представляет игра Хидео Кодзимы. Лети над Пакистаном 30 миль. 20 минут до падения. Проверяем снаряжение. Все нормально. Готовы? Зона высадки под высоким давлением. Хорошо, мы все видим. Вот он, Снейк. Выкинь сигару. Присоедини дыхательные трубки. Надень маску. Им все равно, он панк. Он смакует ее. Этот новичок знает, что он вообще делает. Приближаемся к точке высадки. 10 минут до высадки. Ты глухой? Он сказал, выкинь сигу и маску надень. Смотрим за оксигеном. 6 минут. Открывай. Восход. Внешняя температура 46 по Цельсию. 2 минуты до высадки. Вставай. Ты будешь падать со скоростью 30 миль в час. Постарайся не замерзнуть. 1 минута до высадки. Это запишет в историю. Первый прыжок Гала. 10 секунд. Приготовься. Все нормально. Все хорошо. При подготовке к высадке. Отсчет 5, 4, 3, 2, 1. Расправь крылья, лети. Кто директор-то? Хидео Кодзима.
Джек, у меня есть для тебя новости. Глава CIA наконец-то дал зеленый свет для миссии. Виртуальной миссии? Нет, The Virtuous Mission. Будущее Фокс подразделения в наших руках. Если все будет успешно, то они организуют единицу. Звучит как какой-то ритуал. Не придуряйся, это нормально. Ладно. Так и что это за миссия? Ну, 2 года назад какой-то советский ученый, послал кротов. Его имя было Соколов. Он глава ОКБ, дизайнерского бюро, один из советских топ-секретных оружий. И восточный эксперт Соколов. Он же тот знаменитый ракетный ученый. В апреле 1961 года Советы достигли первого полета в космос человеком. Земля была голубой, но там не было Господа. Отлично сказано. Ракета была, короче, с Юркой. Он сделал много двигательный. Так, после того, как полетел Гагарин, Соколов покинул летательную науку. Нифига он продвинулся, конечно, по лестнице карьерной. Он был очень напуган своим собственным созданием. И из-за этого он покинул страну и свою семью. Не совсем. Одно из условий — перевести его семью на запад. Мы использовали крота и успешно перевели Соколова. Я был один из тех, кто руководил операцией. Мы взяли Соколова, но он был очень изнеможен. Им передвинули его в Восточный Берлин. Он был не в состоянии что-то вообще сказать внятное. И только после недели мы взяли что-то большое в руки. Кубинские ракеты. И я устал на самом деле. Это очень сложно. А там тексты еще. Ладно, так все понятно. Ракеты плохо. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba. And so the world avoided a nuclear holocaust. Мир был спасен от холокоста ядерного. Мы заключили сделку. No, the Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Чего же хотят русские? Соколова, конечно же. Хотят, чтобы Соколов вернулся к ним. То есть, думают, что Советы взяли Кубу для Соколова? Без понятия. У нас мало времени. Дайте уже поиграть. Спасите, кричал Соколов, пока не пропал из моего взора. Месяц назад мы получили некоторую новую информацию от наших кротов. О Соколове? Да. Его взяли обратно в исследовательский центр и заставили работать над оружием КГБ. И они скоро завершат его.
Что за оружие? Ракеты. Такая же технология. Да, ты прав, но есть некоторые детали, которые делают его ядерным оружием. Семипалатинск. Соколов все еще в здании? Нет. Согласно нашим данным, он в сети где? Девственные клиффы. Крутое имя для виртуозной миссии. Наш лучший шанс взять его обратно. Он все еще в исследовательском центре. Это наш последний шанс. Соколов должен знать это тоже, и поэтому, когда он с нами свяжется. Сейчас, по-моему, будет высадка, там еще диалогов на, может, полчаса. Как же Снейк крут. Так, РБ. Да. Я помню этот прикол, что можно в некоторых ценах переключать. Ну, так же круче. Если мы не вернем Соколова обратно, пока оружие не будет собрано, мы встретим такой нормальный конфликт. Сейчас на исходе. Когда мы спасем Соколова, иди на точку эвакуации. Отправь его с помощью баллонов с гелием. Так и должно быть с субтитрами. Я не уверен. Все нормально, короче, будет. Думаю, что Соколов будет или готов. She's equipped with two 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as two 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Звучит, как будто она может взять батальон танков. Но может работать всего 4 часа. Home in time for dinner. Если что-то пойдет не так, ты съешь завтрак, обед, ужин и все прочее в джунглях. Это у нас же survival игра. Мы будем здесь питаться змеями. Рыбы, я помню. Были крокодилы, но с них нельзя было мясо лутать. Ну что ж ты, Снейк, так неаккуратно. Ай, сумку потерял, ну. Сейчас еще упадет. Нет, он круто встал. Это Марвел. Че он повыкидывал, кстати? Парашютно. Крепями. Дэвид Хейтер. Снейк. Тут такие рофлы с ним будет, он постоянно переспрашивает. Ну, увидим. А, да, сейчас уже будем говорить. Zero. Слышно? Ты уже в вражеской территории, кто-то может даже слушать. Отныне будем использовать кодовые имена. Твое кодовое имя — Голый Змей.
Я буду звать You're not тебя to mention your Снейком. real name. Ты не должен разговаривать What, you don't like свое snakes? настоящее имя. What do you Что, не mean? нравится змей? You've eaten one Что ты before, haven't you? думаешь? In Ты survival же уже training. ел змей? Ну, для I'm того, glad чтобы to hear that. выжить. Я очень I don't рад know if это I'd ever order слышать. one in a restaurant, but Я Be не заказывал careful, you might змей not в have a ресторане. what about you, Major? What should I call Как you? вас звать, майор? Let's see. Сейчас, так. I'll be Tom. Давай Call me Том. Major Tom. Типа, майор Том. This will Круто be a звучит. sneaking mission. Это скрытная must not миссия. be seen by the Ты не enemy. должен быть You must обнаруженным leave no врагом. trace of your presence. Не Is that оставляй clear? следа своего This присутствия. kind of Ясно? infiltration is the Fox unit's speciality. Это In other words, weapons and инфильтрация. equipment are procure on site. That goes for food as well. Ладно. You're completely Всё, naked, хватит. just as your name implies. Голый. Great. Now I see Отлично. why you asked me if I like snakes. Почему я I люблю suppose змей? calling me Snake was your idea of a joke too. Смешно, No. кстати. Я могу There's же good reason переключать. for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? Как я вообще You've должен been жрать issued a тут? knife and a У tranquilizer тебя gun. есть нож Use и them to hunt for food. транквилизатор. Ну, You'll also используй, find чтобы some medical поохотиться. supplies in your backpack. Также есть Yeah, about the медсуплай backpack. I в lost it in a рюкзаке. tree on the А way рюкзак down. на дереве, да. I see. Well, Вот you как. better go back Ну and get it ты then. лох. You know where it is? Знаешь, где он? No problem. I can see Да, it from нормально. here. Сейчас я его It's stuck on заберу a с branch. ветки. To climb a tree, Чтобы stand in забраться на front of a дерево, tree that's covered встань in и ivy and нажми press the треугольник. action button. У меня не Y. I'll be monitoring your progress over the radio. Я Can't буду risk отслеживать твой violating прогресс через Soviet радио. airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is Моя частота 140,85. 140.85. I'll give you a call if Я I need позвоню to talk. тебе, если нужно будет If you need поговорить. to talk to me, use the send И function. если хочешь поговорить со мной, Okay, Snake. Go используй get your backpack. send функцию. Ладно, Снейк, давай. Вот в первой игре, по-моему, надо было самому вводить эти частоты, а тут уже казуалили. Где она тут? Че я нажал? Вот, да. Да, только я не хочу с ним говорить, я хочу уже поиграть. Управление здесь очень... не очень. А, тут же еще всякие грибы можно было собирать по приколу. И змеи тут ползают. Некоторые из них ядовитые. Да. Я не хочу сразу идти к рюкзаку, я хочу чуть отдохнуть от переводов. Еще не помню. Так, а как? Все хорошо. А вон змея, кстати. Ведь вроде не ядовитая, я пойду ее сейчас. Можно же было перепрыгивать. А, вот, точно. А транквилизатора у меня нет. Только нож. Но я сейчас ее так... А, вот еще одна. Сейчас я сам, как змея, подползу к ней. С кустов. А, на эти кнопки тоже атаковать? Прикольно. Ядовитые змеи вроде гремят. Я не уверен. Как они отображаются? Ну, как еда. Вот если их поймать через клетку, да, то тут они будут в клетке. Вроде можно какие-то приколы с ними делать. А, кстати. Где тут... А почему я не могу его крутить? Это пока недоступно. Вот этот гриб я могу собрать? Наверное, нет. А, нет, могу. Машрум. Какая же... Нет. Ха. Это что такое? Как я это сделал? А. Это, по-моему,
Когда она только-только вышла для плойки второй, была такая камера. Потом ее сделали от третьего лица. Что удобнее, наверное. Сейчас разговоры на полчаса будут. I see you've retrieved your Все, backpack, Snake. вернул рюкзачок, Снейк. To equip a weapon, it's Чтобы necessary открывать to take it оружие, out of нужно your взять backpack. его из In the рюкзака. survival viewer, choose weapon from the Ну, backpack. выбрать оружие, рюкзак. Your Ладно, available можно не weapons will be переводить displayed in a обучение. window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the enter button. For other equipped items, just do the same thing from item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun. Хаш-папи. That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, Да, the будет suppressor will глушитель, deteriorate every time you fire. Once который its будет durability тратиться, reaches если zero, the буду noise стрелять. suppression effect will be gone. И может So don't сломаться. get too trigger happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are Ну да, standard Fox оружие operating только procedure. с врагов You can't поднимать. leave Я any так и не traces of your знаю, как presence. пользоваться No weapons, винтовками. equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already Не a оставляй violation of следов, вообще international ничего. conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. Не нужно, could spark an чтобы international американский impact. солдат находился на You территории can't let России, чтобы anyone see заметили. you. You can't let the enemy know you're there. Не можешь This is a позволить кого-то stealth себя mission. увидеть. You're a Это ghost, Snake, in стелс-миссия. every sense Ты of the word. призрак, Снейк. There'll be no rescue if you're captured. Мы The тебя не military and спасем, US если тебя government will поймают. deny any involvement Мы in the будем affair. все Then I'll отрицать. just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. Короче, You've been given a придется fake заботиться о death pill себе, for да? that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. Вот If you мне remain in a state of false death for too интересно. long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a Ладно, solo потом. mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? Да, I'll introduce them to you. саппорт тим. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting Медик. as a medic, so to Через speak, нее будем as well сохраняться. as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She. Щи. Hello, Snake. I'm paramedic. She, Nice to huh? meet you. Paramedic. Парамедик. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you Можешь going to сказать tell свое me yours, настоящее Mr. имя, Snake? а ты мне My скажешь, name, Снейк? huh? It's Мое имя John Джон Doe. До. And they Типа call you шутка была. Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Какое у тебя имя? Jane Doe. Джейн До. Ну Very тоже funny. типа шутка. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. 145-73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It Я хочу also кое-что records the state of проверить. your health. Одну частоту Good to ввести know. заранее. There's Что one more будет? person I want to introduce you to, Snake. Huh? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you?
Вот, ты A помнишь про legendary босс. soldier and your mentor. Легендарный Actually, it was the солдат и boss твой that got the наставник. DCI's authorization in the first place. Босс. She's going to be serving as Fox's mission advisor. Она руководит Босс. миссией Фокс. She also helped me plan this mission. Она She and I were at помогала SAS together. мне распланировать миссию. Jack, is that you? How Джек, many это years has ты? it been? Сколько лет? Boss? That's right. It's me. Да, ну. Talk to me. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top secret mission. Hmm. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake. Oh, right. Your code name is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC? Close quarters combat, huh?
I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the Major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Я не стал переводить то, что говорит босс, потому что я его уважаю. Сейчас нас обучит CQC. Ну как, он просто сейчас пистолет потрогает и всему научится. Миссия начинается. Наконец-то. О! Змей. Вот, они как клетка Ой. Кстати, как мне... Во. Сейчас. Тут есть некоторые рофлс. С этим радио. Какие-то частоты я, по-моему, находил. Вот, но мне сейчас интересно... Какая ко мне ближайшая? 142? Ну, давай. 142,94. Опустил, тихо. Сто 40. Чего? Ладно, давай-то 149. 53. Возможно, так как это обучение, да, наверное, ничего не будет. То змея есть. Камуфляж здесь можно менять всякое. Чтобы ты был более незаметный. Вот такие смешные костюмы есть. Ну-ка. Нету нашего. Ну ладно, вот только такой. Она с самого начала доступна. Ну вообще да. Еще смешно, как тираннозавр ходит. Это же точно, переходы между локациями. Тут они были как такие переходы. Я могу... точно, есть же микрофон направленный. Но, кстати... Я им, по-моему, пользовался, но... Не то чтобы. Ну, он нужен. Но это спойлеры. Чуть такое тут ходит. Лягушки, что ли? Да, лягушки. Сюда. Чтобы змеи не было. Чего, уже крокодилы? Я вообще не помню, чтобы они тут были. Блин.
Ты ж не пойдешь за мной? Не пойдет. О! Чего? Проснулся, что ли? Что-то страшно было. Это, по-моему, они тут не ядовитые. Только не начинай разговор, нет. А, это первое Major, I've столкновение. spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. Ты уже Can't let нарушаешь the Kremlin международный find закон, out that the кстати. CIA and the American government are involved. Кремлин? Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Стелс-миссия, Got that? помнишь? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting я знаю. camouflage from the Да я survival уж, viewer. да я уж делал. The uniform option lets you pick your uniform, while the face option lets you change your face paint. Спасибо. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. You can see how effective your camouflage is by looking at the camo index. Я знаю. The camo index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? Окей. Чё ты встал-то? Так, это жабка. Я не знаю, где там твой друг. Давай, спатики. Упс. Ну, это сложнее, чем вам кажется. Блин, как перезаряжаться-то? Зажать, точно. Так, а как их брать? Да, блин. А, можно было... А, да что такое? Да, блин. Уж я пока не знаю, как это делать. Странно. А, просто мимо пройду. Тут, по-моему, не только эти двое были. Да. Я так, в первый раз. Как-то развернулся.
Короче, как-то можно... наверное, надо было оружие снять. Ну, вот этот смешной момент. Да, улей. Как же он чувствует. Так, стоп. О, тут же еще жабка сверху. Нет, стоп, это ж фрукт. Да, вон она, жабка. Надо, кстати, быть быстреньким, но можно тут упасть вниз, если бежать. Здесь лежит винтовка. Ты же пройдешь, ты не упадешь? Нет. Hold, так, ага, shoulder aim с LB. То есть бампер. Угу. Я ими пользоваться все равно не буду. Saving the game, Snake? Да, хочу. Она, по-моему, еще какую-то фразу скажет, если сохраняться. И вообще с ней прикольно говорить. Не помню, про фильмы в основном Hey, Snake, you разговариваю. ever heard of Да, Godzilla, King да. of Monsters? No, what is it? It's a movie. You haven't seen it? Nope. It's about this monster called Godzilla, who Про grows to an Годзиллу enormous фильм. size in a nuclear Интересный. test and goes on a rampage in Tokyo. Nuclear test, huh? The Marshall Islands must be crawling with giant Nuclear monsters test, huh? right about now. It's just make-believe. Maybe that's why my pants have been so tight lately. Snake, it's a movie, not a report out of Los Alamos. I know. So then what happened? Godzilla is immune to all weapons, and humanity has no way to Годзилла stop the monster. вообще ничего не берет. Dr. Serizawa develops a new type of weapon, but meanwhile, Godzilla is getting closer and closer to Tokyo, obliterating everything in its path. It was originally a Japanese movie, but they made an American version too. I recommend seeing the original Japanese one if you ever get the chance. It's mostly mindless fun, but it's also got a serious anti-nuke message as well. Where can I see the original? You'll just have to go to Japan. Really? That's too bad. Well, if you wait 40 years, you might be able to see it in America too. Why's that? 2004 will be Godzilla's 50th birthday. You think they're still going to be making Godzilla movies then? Of course! Everybody loves Godzilla. You sure know a lot about Любите movies. Годзиллу. I don't suppose you're the movie-watching type, are you? Not really. Okay, then I'll tell you everything I know. When the going gets tough, movies can save your life. It's always good to be able to look at things from a different perspective when you get in a jam. That's the magic of movies. No kidding. Well, I guess it might at least make a nice distraction. That's the spirit, Snake. Have a little fun. Так, ну я сохранился. Черный. Вот как можно было крутить, точно. Ща. Напоследок прикол. Если он сработает в обучении. Ну все, думаю, хватит. Нет? Да.
Надо покушать. Подожди, а где... А, вот. Да, винтовка тут. Что у меня есть? А, точно, есть же motion детектор. Активный сонар. Антиперсонал сенсор это что? По-моему, тоже для обнаружения было. Еда, мне нужна еда. Живой съесть или ладно? Яблоко, молоко. Кстати, я помню, да, это очень смешные названия. Насколько вкусное яблоко, молоко. В смысле на сугрейд, целую единицу стамины. Красиво, кстати. Да, да, я помню, мог срываться тут. А как мне наверх залезть? Я же сейчас кнопку не ту нажму. Ладно. Да, да. И все, так и погиб. Легендарный Solid Snake. А, нет, он же не был солидом. Буквы меняются. Я ни разу это не видел. А, временной... Да, 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 да. Я понял. И что будет? Ничего, все. Ну, забавная штука. Ладно. У меня, кстати, есть. Да. Ладно.